чаще всего что с нами происходит? Мы идем в отношения не потому, что нам нужны эти отношения, а потому что мы не удовлетворили какую-то нужду свою, не закрыли какие-то свои нужды со своими близкими и чаще всего со своими родителями. Как бы ни прискорбно это было, но мы ищем в нашем партнере не сотоварища вместе, а чтобы закрыть ту нужду, которую мы когда-то не закрыли. Ну, например, я привыкла, что меня, ну, например, носят на руках всегда. Папа меня очень любит. И я привыкла, что мне все дают. И меня так и приучили, что мне мир меня должен любить, и что все мои желания выполняются. И вот я прихожу к этому человеку, к партнеру, я прихожу именно с этим запросом. То есть я продолжаю требовать того же, чтобы ты все выполнял, потому что все мои потребности ты обязан выполнять. Меня так научила система. И вот если второй ваш партнер говорит, да, ты мне очень нравишься, но вот эта твоя стратегия мне не очень нравится, не подходит. Если он открыт и честен с тобой и осознан, то он говорит, что, знаешь, это классно, наверное, система, но я не гарантирую тебе, что буду все делать так. Может быть, тебя твоя система научила, то есть мы не оскорбляем эту систему, а говорим, да, ты это с этим пришла, а вот в моей системе было по-другому. Меня с 15 лет научили работать, и я привык зарабатывать свои деньги сам, все, да, и ни от кого не зависеть. Но я не собираюсь постоянно тебя там вот в этом поддерживать. Быть честным, быть проявленным, быть открытым. Вот таким образом мы начинаем научаться. И даже на моменте отношений, чаще всего, на моменте встречи друг с другом, нас не научили вот так вот проявлять себя, выражаться, выражать себя. Нас научили по-другому. Мы начали врать друг другу, какой я хороший, какая я хорошая. Мы пытаемся что сделать? Мы пытаемся обмануть, чтобы завлечь. Для того, чтобы какие-то свои восполнить, ну, свои чаяния какие-то, удовлетворить свои какие-то потребности. И вот этой правды мы себе не хотим сказать, мы как-то ее не видим. Но мы подбираем человека именно под это. Мы не выбираем человека для того, чтобы идти как два равных партнера. У нас другие задатчики были. Если вот сейчас вы сместите этот акцент и начнете видеть, что вот это не так, потому что очень много людей приходят уже вот с тем, что они очень ушли в какой-то бок, в параллель в какую-то, но они не в отношениях, они не центрированы на отношениях. Они все так же центрированы на свои травмы. Приходится сначала увидеть эти травмы, приходится сначала помочь им увидеть, где они находятся. И только потом мы можем идти потихоньку идти в исцеление или в восстановление, или в конце концов только в начинание отношений, в начало к отношениям. И вот здесь, в этой части, я, наверное, хотела бы больше остановиться на том, из каких мы чаще всего исходим позиций, когда идем в отношения. Да, еще вот тут я хотела сказать очень важную вещь, что на самом деле мы не выбираем. Вот чтобы для вас это не стало шоком каким-то, я вас просто хочу предупредить, что мир так устроен, что притягивается подобное. Подобное притягивается к подобному. Законы никто эти не отменял. Так вот, мы обязательно притянемся друг к другу. Не вы выбрали, не вы меня выбрали, а нас притянула наша история. Нас притянули наши традиции. Нас притянула задача, одна задача
которую нам необходимо решить, чтобы вырасти, чтобы расцвести и чтобы быть полезными этому миру. Ну, например, мы говорили вот о девочке, которую баловали родители, и вот ей там рассказывали, что все, мир для тебя, весь мир для тебя. И вдруг тут, ну, папы условно не стало. Ушел папа из жизни. Все, и девочка повисла. Она в шоке, и что она делает? Она ищет себе замену такого же папу, который будет все для нее делать. Но так чаще всего так мужчины и начинают. Они начинают ухаживать, начинают там цветы дарить, еще что-то. И девочка продолжает думать, что да, вот это, вот это, вот это, вот это. А на самом деле мужчина тоже со своей травмой. Мужчина, который боится, что ему откажут, что его не примут, что он не такой хороший. У него своя травма. Вот эта травма, его травма, встречается с вашей травмой. Не вы друг с другом встречаетесь, а вас притягивают ваши травмы, чтобы исцелиться, чтобы вырасти, чтобы стать чем-то большим, чем тот маленький малыш, который остался в своей травме. Какая у мужчины травма в этот момент? Когда-то ему, возможно, сказали, или мама, было больше мамы, чем папы, и мама его подавляла, потому что она злилась на папу, и что она делала? Она пыталась выжить, все, проявиться, и она проявлялась, унижая своего сына. Не потому что специально это делала, нет, это не об этом. Но она его подавляла. И все, и парень вышел в этот мир, да, он доказывает, он, может быть, всем доказывает, он, может быть, сейчас добился каких-то высот, и это ему помогло, когда его мама давила, прессовала. Но в отношениях с женщиной он будет себя вести так же, как со своей мамой. Он будет бояться проявиться, бояться быть тем, что он есть. И вот наши вот эти с вами встречи, они и необходимы для того, чтобы мы исцелились, каждый исцелился, относясь один к другому. Исцелился и исцелил, помог исцелить.